Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия» Евгений Попов на морозе лизнул свежепокрашенную качель, прилип и надышался краской. Но это не помешало ему провести очередной выпуск «60 минут», а даже помогло. Да, но на Украине уже пошли дальше, на полном серьезе предлагают, собираются сжечь нашу с вами любимую родную Москву. Ого! Ничего себе заявление. А кто это предлагает? Министерство обороны? Вроде ничего не заявляло. Начальство СБУ? Ну так в Куршавеле. Ярош? Ну, он вроде занят дизайном новых визиток. Откуда у Женечки такая информация? Ну откуда? А вот именно так Евгений Попов интерпретировал пост в Фейсбуке Рефата Чубарова. 3 июня 1571 года войско крымского хана Давлет-Гирея захватило и спалило Москву. Как будем отмечать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения оставляйте тут. Вот такое тупое, подлое разжигание ненависти в прайм-тайм. Російська Федерація, член. Это даже не подмена понятий. Это продажа выеденного яйца слепому мальчику под видом киндер-сюрприза. Иди-ка сюда, детка. Вот тебе конфетка. Спасибо. Дядя Петя, ты дурак? Вы прикиньте, как они вас накручивают. А знаете, как они аргументировали свое: на Украине на полном серьезе обсуждается вопрос сжигания Москвы комментариями под этим постом на Фейсбуке. Попов, ты комментарии под своим видео читал? Там уже давно на полном серьезе обсуждается, что ты должен с 3 хуями на лбу ходить. Еще можно отметить. Можно отметить. Хочет Чубаров, да, вот сжечь там, штаны с него снять, фейерверком, и пущай летает над Киевом, Москвой. Так, господин Маркелов, давайте все-таки не превращать в балаган нашу с вами интеллектуальную. Отчего вас так подгорает, дорогие москвичи, что Чубаров празднует взятие Москвы крымским ханом Гиреем? Чубаров крымский татарин. И почему бы ему не отмечать славные победы своих дедов? Ну вы же взятие Берлина отмечаете? И победу над Наполеоном, и присоединение Крыма в 2014-м. А почему татарам нельзя? Почему им можно, а мне нельзя? Или все вокруг должны отмечать только свои поражения? Вам так нравится письками мериться? Кто там у кого сколько раз выиграл? И так не нравится слушать про свои поражения. Вы не заметили, что вы войну превратили в спорт? Так давайте огласим все результаты. Цусимское сражение, Аустерлиц, Бородино, Ржев, Порт-Артур, Брест-Литовский мир, день продажи Аляски. Неприятненько. Вы не империя, вы ёбаный Инстаграм. Выкладываете фотки с Мальдив на фоне пальм. А сколько перед этим тяжелой челюстно-лицевой работы провели, чтобы вас туда отвезли? Скрывайте. Вы все такие за мир, а хвастаетесь достижениями в войне. Войной нельзя хвастаться. И праздновать там нехрен. В войне можно быть мертвым или живым. Единственный повод вспомнить победы или поражения – это еще раз задуматься, сколько людей погибло из-за того, что какой-нибудь король пустил ветер в присутствии какой-нибудь королевы.
Это сделал я. Вы ведете с нами войну уже 6 лет. Было много сражений, где наши пацаны и девчонки победили. Но мы не празднуем это с фейерверками, тортами и беляшами. Мы вспоминаем, что они герои, а не веселый аттракцион. Мы вспоминаем, что украинцы погибли за Украину, чтобы у нас тут не было ваших праздничных танков в пайетках и фрикасе из солдатской кухни.